28 число, 0 часов 9 минут. Где Марика день рождения? Поздравляю. Прям вот из Шанхая. Обещал бабушке не курить, но Да. это сигары. Сигареты бросаю и перехожу на сигары. Команда 28. В президиуме страны, в которую летит команда 28, 3 президента. В нее входит и республика, и федерация, и округ Брчко. Внимание, вопрос. Каково Бресно, Ярмилевка, Размалвич, Мошка? Бркма, Жешко, Тарква, Чврчко. Из какой области тот вопрос є? Не знамо. Знамо. Із області прижмечних голосяшек. Ваша ответко. А можна дзвоник другу? Другу? Нельзя! Кабардинці, сноубординці. Дзвоник другу. Уже не може било. Тогда дзвоник врагу. В НАТО. Yes, it is NATO. НАТО, почав срако! Чуточко сложне, в чем остальні вопроси. Проба. Винос 101% сказав, що то є Жишко. Výjezd vygrав milión srbských dinar, na što vi potrativ eto suma. Я потратив свалить з Сербії. Уговор о наймовозила. Это по-русски договор о найме... Да. Надо уже привыкать. Все, закончили шутки. Ну что, ребятушки, прилетели в Сараево. Тут на самом деле после Абу-Даби тоже жарко. Вот Димарик, получаем машину, очень красиво, но да, вот Володя трет с ребятами из немножко недопонимания какое-то вышло, потому что 5 часов, а мы прилетели в 6, не знаю почему, но ребят дождались, созвонились там тудыма-сюдыма, Димарик накидался, ну я тоже что-то видите, напиваюсь, ну хорошо. Ну жарко, ну очень красиво. Березки тут, дубы, осины. В общем, Балканы — это классная тема. Такой у нас вид из кухни. Это стоит у нас на 5 апартмент 100 с парковкой, 100, где-то 105. Вот такая канителька. Тут мы, тут супружеская чета. My old ship doesn't give distress signal. It's easier to go deep. Submarine ritual. Приземлились в Сараево вечером. В город маленький, разных религий. Красных крыш, как во Флоренции. Узких улиц европейских провинций. Град на затворках Великой империи. Австро-венгерской архитектуры. Город мостов через мелкую речку. И белых кладбищ, как в Стамбуле. А с утра в кафе в центре города. У фонтана в районе Бовчаши. Пили кофе по-боснийски. И наслаждались сердцем Сараева. Go
Сараева. Пеночку аккуратненько снимаем и кладем в чашечку. Набираем, наливаем и пьем. У босняков такого нету, как... Ну вот есть, да, американо, но, как правило, отсутствует кофе на вынос. Для них это святотатство. Кофе пьют всегда по 6-8 кружечек, по чуть-чуть. Они делают еще это вот так вот. Сахарочек берут, не кидают, намочили и в ротик. Более 30 мостов соединяют берега реки Меляцка, и почти с каждым связана какая-нибудь история, байка, легенда. Мост начала съемки назван в память о сараевских Ромео и Джульетте, влюбленных серба и боснийки, убитых снайпером, когда они пытались бежать из города. Но самое мерзкое в этом то, что их проход был обговорен с двумя сторонами. Их тела в объятиях друг друга 6 дней пролежали на мосту, пока ночью пленные боснийцы не вынесли их. Босния и Герцеговина – маленькая страна, у которой почти никогда не было двух вещей – независимости и мира. Все время она была под властью кого-то, а весь 20 век, который сопровождался сплошными войнами, страну раздирали и межнациональные конфликты. Во время Второй мировой войны она стала единственной страной, где большинство потерь составили погибшие от рук не оккупантов, а сограждан. Боснийская война, как и Первая мировая, фактически началась с одного убийства. 1 марта 1992 года 4 боснийских мусульман напали на гостя сербской свадьбы, который держал флаг сербской православной церкви. Боснийский военный командир застрелил его, а сообщник ранил православного священника. После этого сербы начали строить баррикады и требовать наказать виновных в убийстве. Так началась осада Сараева. Она длилась почти 4 года. Город был блокирован с земли и воздуха, не было света и воды. В парках не осталось деревьев, их все срубили на дрова. Сербская армия заняла все холмы и высоты, которыми окружен город. Стреляли по всем, вне зависимости от национальности, в том числе по женщинам, старикам и детям. Но город пытался жить своей жизнью. Даже организовали конкурс красоты, снимки с которого напечатали все мировые издания, а певец Боно написал песню «Мисс Сараево». И все это они делали под постоянным артиллерийским обстрелом, до 900 снарядов в день и прицелами снайперов. Одно из самых отвратительных явлений боснийской войны – концентрационные лагеря, которые создавали и сербы, и боснийцы, мусульмане, и хорваты. Люди, которые недавно жили не просто в одной стране, а на одних и тех же улицах, брали друг друга в плен, избивали, пытали и насиловали. Совершенное в Сараево убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, послужило поводом для начала Первой мировой войны. Так что же это было? Заговор или нет? Если нет, то тогда почему не была прервана поездка, хотя несколькими часами ранее в кортеж бросили бомбу, которая отскочила от сложенной крыши автомобиля и взорвалась на проезжей части? Почему не был изменен маршрут, который, кстати, напечатали во всех газетах? Да и дата визита выпадает на Видовдан, один из важнейших праздников сербского народа, годовщины битвы на Косовом поле, когда в XIV веке сербы ненадолго, но отстояли независимость от Османской империи. Австрийские спецслужбы как будто специально закрывали на все глаза. Мало кто знает, что на тот момент Франц Иосиф, престарелый император Австро-Венгрии, никак не отреагировал на убийство своего наследника и сказал: «Для меня одним большим беспокойством меньше». Но тот факт, что из 7 заговорщиков, которые были расставлены в разных местах вдоль набережной, именно Гаврила Принцип вошел в историю, это случайное стечение обстоятельств. По тогдашним законам Австро-Венгрии его не могли казнить, так как ему не было 20 лет. Он умер от туберкулеза в тюрьме 4 года спустя. А вот и он, самый старый латинский мост, бывший мост Принципа,
возле которого начался весь ужас Первой мировой. Ну, принц здесь стоял, да? Да, Это его следы. Да. и ждет своего момента. Вот здесь подлинный снимок, как выходят из вещицы Франц Фердинанд София, садятся в автомобиль. Это откидная крыша автомобиля, кабриолет белая. Они садятся и едут навстречу своей смерти. Это фотография последней минуты жизни. Видите, позади царева мечеть. Сейчас автомобиль повернет. Там находится в автомобиле Франц Фердинанд София, генерал-патриарх, водитель, естественно. Поворачивая сюда, все было точно так же. На тот момент, кроме тротуара не было, замедляет ход автомобиля. Когда автомобиль начал проезжать мимо Гаврилы, генерал-патриарх кричит на водителя: «Стой, мы поменяли маршрут». Почему-то в этот момент. И автомобиль останавливается здесь, где отметили. Автомобиль копия. Подлинный автомобиль находится в Вене. Соответственно, подавая на блюдечке, говорили принципу Франца Фердинанда, и тот выстреливает, да, попадает Францу Фердинанду в сердце почти. И вторая пуля предназначалась генералу, как сказал позже на допросе Гаврила, но он случайно попадает Софии в живот, а она на тот момент была беременна 4-м ребенком. Да, последние слова Франца были: «Софи, не умирай, живи ради наших детей». Ну и вообще не успели помочь, они на месте скончались. Там третья фотография, арест Гаврилы Принципа. Был суд. Австро-венгры судили молодую Боснию и пришли уже к выводу, что черная рука управляла. Там ультиматумы были выдвинуты Сербии уже в целому государству. И условия поставлены, которые выполнили сербы, кроме двух условий. Одно из условий они не выполнили, что они должны были допрашивать предводителей черной руки, которые, как подозревали их, что они вооружали и двигали этот процесс. И это, конечно, послужило поводом, чтобы двинуть все это войско Австро-Венгерской империи на Сербию. Тогда в Сербии произошел геноцид, о котором никто не говорит. Между прочим, кроме сербов, которые отмечают день окончания Первой мировой войны, у них официальный государственный праздник, и французы. Когда началась Первая мировая война, после этого момента мир раскололся на две части, на тройственный союз: Сербия, Россия, Российская империя и Франция, да, и собственный союз Антанты. Взрыв, толпа пены исходит. Не понимаешь, что здесь происходит. Вонзилась пуля в яремную вену принцу. Свободу Сербии, крикнул Гаврила принцу. Два выстрела в Сараево, и мир пошел ко дну. Так глупо влезли все в ужасную войну. Друг друга убивали и причиняли боль. Войны напоминания уж поросли травой. Два выстрела в Сараево, и мир пошел ко дну. Так глупо влезли все в ужасную войну. Друг друга убивали и причиняли боль. Войны напоминания уж поросли травой. Ответь себе, кто ты и на чьей стороне. Ведь победивших никогда не было в войне. Ха-ха-ха, и когда же ответишь мне, мир наступит на всей земле. Мир наступит на всей земле. Война разразилась, тяжелая была. Многие села сгорели дотла. Много людей на войне полегло. Как оправдать это страшное зло? Босния, Сараево взорваны войной. Все ради свободы нации родной. И ясно даже при первом приближении, что все потерпели поражение. Кто ты, ответь, на чьей ты стороне? Ведь победивших никогда не было в войне. Ха-ха-ха, и когда же ответишь мне, мир наступит на всей земле. Мир наступит на всей земле. Самые лояльные, как я всегда говорю, оккупанты-австрийцы выкупали дома у местных жителей. И один из сараевских жителей поставил условие этот сарайля, что его дом должен быть перенесен на другой берег реки.
И они пошли на это, австрийцы еще кучу денег ему дали. И вот он, этот дом, который называется Инат Куча. Из принципа можно перевести. И уважили ее австрийцы. Здесь очень хороший ресторанчик. Очень Пивзавод. хвалят. При нем папчик должен быть. Я вам сейчас покажу хотя бы. Самый красивый паб. Это паб при пивоварне. Вот это атмосферка хорошая. Не такая уж хорошая. Нам отказали в обслуживании, сославшись на неприглядный вид Димарика. Что, Димарик, расскажи про пивоварню. Как тебя не пустили? Первый раз в жизни, потому что без рукавки. Это, конечно, жесть. Выбор места для строительства пивзавода не случайен. В этом районе есть источники чистейшей воды, что для пивоварения важно. Кстати, во время осады Сараева, когда нормальное водоснабжение прекратилось, эти источники стали настоящим спасением. Конечно, можно оттолкнуться от того, что рядом находится монастырь святого Антонио Падуанского, а, как известно, монахи варили лучшее пиво. Правда, монахи ордена тропистов. Фильмы про Бельгию можете посмотреть на моем канале. А этот монастырь ордена францисканцев. I'm okay. I'm okay. He's okay. I'm okay. All day. Я не алкоголик. One shot, bring me more. Two shots, let them roll. Я люблю тебя, жидкое золото. Для нашей встречи не нужно повода. Don't waste the drop. This is hard day's night. We should rise our crops. Еще с детства представлял, что класс. Обменный, мутный, свежий пивас. I'm okay. I'm okay. He's okay. I'm okay. Я не алкоголик. I'm okay. I'm okay. He's okay. I'm okay. Я не алкоголик. I'm okay. Самая старая мечеть страны функционирующих. 1457 год строения. Это труба от старого хамама. Это стена каравана-сарая Ташлихан 15 века, тоже 1457. Вот эта вся стена и дальше продолжение каравана-сарая. По сути, постоялый двор или, можно сказать, восточный отель. То есть здесь останавливались торговцы. У нас не восстанавливают, как говорится, до люстрочки крепости, дворцы, не знаю. Но вот как смазали немножко, так и оставили. За этим караваном-сараем находится крытый рынок Безистан. Это копия египетского рынка в Стамбуле. И здесь одна из жемчужин города, часовая башня Сахаткула, видите? Может быть, таких башен видели много на земле, но это единственная, которая показывает правильное время. Там есть специальный человек Сахаджи, который следит за старинным механизмом часов, управляет, если что, где окошки. Но плохо справляется, да, со своим делом? Время там вообще не солнечное. Из архитектурных достопримечательностей Сараева особо ничего нет. Да и за современной архитектурой надо следить, а у боснийцев нет денег. На территории всей страны во время Боснийской войны было разрушено большое количество памятников исторического и культурного наследия. Сараево основали турки во время османской оккупации Балкан. Правитель Мехмед II, тот самый, который взял Константинополь и теперь это Стамбул, положил фундамент боснийской столицы. В 1463 году после захвата османами королевства и казни короля Степана Томашевича все население приняло ислам. Это уникальное явление в европейской истории. Сараево очень сильные эмоциональные памятники войны. Воронки на асфальте в местах, где от снарядов погибли люди, заливались не новым асфальтом, а смолой с добавлением пластика и красной краски, которая называется сараевские розы. Постепенно розы Сараева исчезают, поскольку полотно начинает частично менять. Здесь следы пуль. Вот, допустим, эту церковь останавливают, а вот нижний оставляет назидание, что была война. А вот с тех гор обстреливали Сараево. Запад-восток. А мусульмане, а там... Куда пойдем? Куда? На этой линии сразу начинается восточная сказка. Там Европа, здесь сразу восток.
войны Сараево негласно называли Балканским Иерусалимом. На участке 500 на 500 метров находятся 4 мечети, 3 синагоги, 2 православных храма и 2 католические церкви. В городе насчитывается 5 религий и 1600 мест для поклонения. Это абсолютный рекорд среди всех городов Европы. Также до 1992 года Сараево носил имя Балканского Детройта. Здесь располагались крупнейшие предприятия Югославии, среди которых особенно выделялся автомобильный завод, выпускавший Volkswagen и местные подделки под Fiat с громким названием «Юго». Башчарша – исторический центр Сараева, точнее будет Башчарши, с турецкого переводится как «главный базар». Окончание «я» добавили уже боснийцы. Собственно, до сих пор это такая полуярмарка, которая возникла еще в 15 веке. Для тех, кто без машины, Сараево можно посмотреть на трамвае номер 3. Маршрут через весь город на 30 минут. От Старого базара до провинции Илиджа. Комплекс термальных источников на открытом воздухе. Безлимитный билет в киоске или у водителя, чтобы выходить на любой остановке. Телячки тоже, видишь, говядина. Сараевский настоящий чевапель. With every whale saved, with every legal act foiled, their resolve is the steel that never corroded. В городе проходили зимние Олимпийские игры в 1984 году. Это был первый случай, когда Олимпийские игры проводились в социалистической стране. Из 2 смотровых площадок мы выбрали ту, которая находится на горе Требевич, к которой ведет канатная дорога. С видом из желтого бастиона крепости Вратник, которая очень маленькая и невзрачная, мы не стали заморачиваться. Город странный в плане застройки. В этом мы убедились, так как в нем у нас было 3 ночевки в разных концах. Старый город с его плотной застройкой и большой проблемой даже повернуть на очередную узкую улочку с нашим минивеном непонятен. Про парковку я вообще молчу. Но новый микрорайон с высотным современным домом и 2-этажной квартирой в нем вызвал недоумение. Выходишь из подъезда и почти сразу трущобы. Мы были счастливы, без лжи нескрываемо. В лабиринтах столицы спящей Боснии на пару дней мы спрятались в Сараево, и завтра на машине снова в путь. Дорога дарит ощущение свободы, лишь город красный и серпантин. Тут вечерует красота природы, дорога окрыляет, упрягая за собой манит. Расходятся дороги, сплетаются в клубок, как нити собраны судьбой. И никогда дороги не кончаются, нас вдаль зовут и манят за собой. Так хочется увидеть всю планету, узнать, как люди в тех местах живут. Бросай сейчас давно привычное тебе рюкзак на плечи и скорей в дорогу. Расходятся дороги и сплетаются в клубок, как нити собраны судьбой. И никогда дороги не кончаются, нас вдаль зовут и манят за собой. Здесь бобслейная трасса была, ее разрушили в войне. Мое мнение, за 15 туда обратно, не знаю. Вы видели виды, вам решать. Вот такое. Вот туалет. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так это все выглядит. За 115 евро. Замечательно. За новый уровень. Давайте мне. Все налито. Хватает. У нас водитель суперский.